Итак, приветствую всех вас на своем канале, это Валерия Природа. Я хотел бы вам сейчас показать то, что есть возле меня, а конкретно как сдалека или сблизко ветер сейчас начинает шатать лес. И если вот присмотреться и попасть немножко туда, где надо, то это можно немножко заметить. Ветер немножко сейчас остановился, потому тяжело все это поймать. Только что я, скажем так, пропустил. Вот, а он сюда уже добежал ветер. Ну ничего, сейчас будет еще одна волна ветра. Я вам показать хочу именно, как это все шатается, какая сила все это. Ветер как движет этими деревьями с листьями. И вообще мне это такой зеленый пейзаж. Зеленухи, да? Очень, кстати, по душе. Во-во-во, смотрите, вот оно шатается. Очень красиво. Говорят, что люди когда-то жили по 1000 лет, 800. Потом вроде Бог укоротил все жизнь, чтобы это, как его, чтобы, ну, в общем, чтобы люди меньше жили и меньше тужили, и меньше страдали. Видимо, он так посмотрел, какие все счастливы, и насколько сильно все счастливы, настолько сильно, что природа умирает возле этого счастья. И сказал: да ну нафиг вас, дураков лучше поменьше. Вы представляете себе, если бы человек жил, ну там, 1000 лет, сколько бы он бы всего успел. И что это интересно, даже очень интересно. Интересно то, что сколько бы он профессий закончил, кем он мог стать. Он мог менять свою жизнь каждые 50 лет. Или же не менять. Профессия — это и так все выдумано, да? По факту человеку нужно поесть, переспать, переночевать. И что самое главное, выжить в современном мире. А в прошлые века выжить именно, скажем так, в пещерах, в лесу, при морозах, жаре. Скажу честно, нелегкое это время было тогда, когда жили эти первобытные люди. Но что интересно, что они все-таки выжили и дожили до наших времен. А честно говоря, могли и не дожить. Да, на полном серьезе. На полном серьезе. Вот я сам себе представляю, как зима или холод, или я вот живу в лесу, да, там будет у меня шкура, будет у меня самка реть, она будет на меня молиться с утра до ночи и мечтать, чтобы я вернулся, потому что я ее единственное спасение для того, чтобы не замерзнуть. В общем, не рожали же без роддома, прямо где-то в пещерах, на улицах, как животные размножались. И дожили до этих времен. Настолько все-таки природа умеет толкать человека на то или на другое, в том плане, что сама может, в общем, давить на человека, чтобы тот делал то или другое правильное решение выхода из положения. И вот дожили же. А я скажу честно, если динозавры умерли со своими размерами, да, а доказана же наука, что динозавры были, то человек мог запросто не дожить, как динозавры. Но как-то умудрились они. Видимо, динозавры вымерли, и, скажем так, и как-то зародился человек. Или
не знаю как. Так что всем чао, бомбина, это Зеленуха.